Всем привет! Как думаете, что объединяет следующие компании? Starlink, Monzo, N26, Revolut, Simple. Правильно, все эти компании из банковской отрасли разных стран, от США, Англии до Бразилии. Однако, все эти банки объединяют еще одно интересное свойство. Все эти банки являются мобильными. У этих банков нет классических отделений, а все управление банковским счетом клиента происходит исключительно в мобильном приложении. У нас в России тоже есть два очень популярных мобильных банка. Первый это, конечно же, Тинькофф банк, а второй это Рокетбанк, АК Смузи банк, АК банк для хипстеров. В России в основном люди делятся на два лагеря. Одни исключительно топят за Тинькофф банк, другие за Рокетбанк. Но лично я отношусь к тем, кто ценит как первый, так и второй. Но все-таки в глубине души мне ближе Рокетбанк, и поэтому про него я сегодня хочу рассказать в этом видео. В первой части видео расскажу, как сервис работает на момент записи этого видео, а во второй части мы уже обсудим, какие изменения ждут Рокетбанк с 1 декабря 2018 года. Спойлер, изменения будут офигенными. Сразу хочу сказать, что я насильно никого не заставляю открывать счета в Рокетбанке. У всех есть своя голова на плечах, и призывать людей нести деньги в банк и открывать там счета – это очень большая ответственность. В этом видео я просто хочу рассказать про отличный сервис, которым сам пользуюсь уже очень много лет и какие его ждут изменения. Так что если кто-то случайно попал на этот ролик и думает, что за дичь я ему тут впариваю, закрывайте ролик и не смотрите. А теперь давайте перейдем к основной теме. Итак, Рокетбанк появился в 2013 году, я тогда заканчивал старшие классы школы. Где-то я про них вычитал, зашел к ним на сайт, почитал условия пользования и загорелся идеей открыть у них счет. На те времена там уже был кэшбэк с покупок, которые многие крупные банки только сейчас начинают вводить в 2018 году. Также в то время там уже было начисление процента по остатку на счету, которого до сих пор почему-то нет у многих крупных российских банков. Не, на самом деле понятно почему. Зачем платить людям, которые держат деньги в вашем банке? Они все равно никуда не денутся, правильно? А также в Рокетбанке еще в 2013 году стоимость обслуживания была бесплатной, если вы тратили что-то порядка 10 тысяч рублей в месяц, я уже точно не помню. Однако мне еще тогда не было 18 лет, и свою карту Рокетбанка я получил уже только на первом курсе в 2014 году. По поводу получения карты. Сейчас вы скачиваете приложение, оставляйте заявку, когда и где вы бы хотели получить вашу карту Рокетбанка. Причем доставка карты осуществляется бесплатно. Сейчас выскочит список городов, где можно получить карту Рокетбанка в России на момент записи этого видео. Если все хорошо и у Рокетбанка есть свободный курьер на это время, вам пишет бот, что все окей, встреча согласована. И вы встречаетесь с клиентом, подписываете нужные банковские документы, фотографируете, что получили карту, и все, можно пользоваться. Упаковка карты Рокетбанка – это на самом деле что-то нечто. Я не видел, чтобы банковский продукт был настолько четко, грамотно, красиво упакован. К сожалению, у меня сейчас нет самой упаковки дома, поэтому я покажу фотографии с интернета. Качество картона, бумаги с конвертом, где упакована карта Рокетбанка, краска, которая на все покрыта – это на все настолько высоком уровне, что до сих пор, приятно вспоминать, как ты получал эту карту. Я к чему весь этот вроде бы как глупый рассказ про какую-то картонку, бумагу? Первое впечатление всегда начинается с упаковки. Можно провести аналогию с Apple. Вы распаковываете продукт, новый iPhone, MacBook, вы такие, вау, круто. То же самое и с Рокетбанком. В общем, когда получаете карту, заходите в приложение Рокетбанка и активируете ее. Что по итогу? Оставляйте заявку, когда вам удобно и где вы хотите ее получить. Получаете карту с курьером, активируете в приложении. Да все очень просто, все сделано для вас, чтобы сэкономить ваше время. Теперь я расскажу, как работает сервис на момент записи этого видео. Я всегда повторяю на момент записи этого видео, потому что это очень важно. Если вы досмотрите до конца, вы поймете, почему я об этом говорю. Расскажу про сервис, как он работает, и про мой пользовательский опыт. В Рокетбанке есть два тарифа. Первый называется «Уютный космос», а второй «Все включено». Я буду рассказывать только про первый, он является базовым. Итак, первая стоимость обслуживания – 0 рублей. В Рокетбанке вам не нужно платить за обслуживание карты, оно осуществляется бесплатно. Неважно, лежит у вас хоть 1 рубль, хоть миллион рублей, неважно, вы ничего не платите за обслуживание. Второе – это кэшбэк. Он равняется 1% от стоимости покупки. А за избранные места, которые вы выбираете в начале каждого месяца, можно выбрать 3 штуки из 5 предложенных, можно получить еще и повышенный кэшбэк вплоть до 10%. То есть, если вы что-то купили на 100 рублей, вам гарантированно вернется 1%, то есть 1 Рокет рубль. Если это повышенный кэшбэк, вам может вернуться вплоть до 10 Рокет рублей. Что такое Рокет рубли и поподробнее, как работает кэшбэк, я расскажу чуть-чуть попозже. Третье – это начисление процента по остатку на счете. Этот процент зависит от ставки рефинансирования Центрального банка и на момент записи этого видео составляет 5,5% годовых. То есть, если у вас на счете постоянно лежит, допустим, 50 тысяч рублей, вы каждый месяц будете получать 220 рублей. Просто так, просто за то, что эти деньги лежат у вас на счете. Причем в Рокетбанке нет минимального порога, как во многих других банках.
То есть процент на остаток по счету в Рокетбанке вы будете получать хоть с 1 000, хоть 50, хоть с миллиона рублей, неважно, вы все равно будете получать этот процент остаток по счету. В других банках, допустим, есть там минимальный порог 30 тысяч рублей, и все. Если у вас ниже лежит, вы не будете получать процент на остаток. А в Рокетбанке, неважно какая сумма, 100% получаете ее. Четвертое – это снятие денег с банкоматов. В Рокетбанке вы можете снимать деньги с любого банкомата мира, хочу заметить, любого банкомата мира, абсолютно бесплатно, без комиссий. Однако существует ограничение, таких снятий без комиссии может быть только 5 штук в месяц, все остальное уже будет с комиссией. По моему личному опыту, у меня почти за 5 лет использования Рокетбанка, пожалуй, было только месяц, может быть 2, где я реально исчерпал лимит по снятию наличных. Когда, знаете, надо было что-то там снять деньги срочно, раз, два, три, 5 штук, все, исчерпал. А все остальное время, ну, может быть, только я такой, кто расплачивается картой, у меня ни разу не заканчивались лимиты. По поводу снятия денег в любом банкомате без комиссий. Когда вам нужно снять деньги, вы находите ближайший банкомат по карте, бежите к нему, там обычно стоят несколько банкоматов, среди них всегда есть Сбербанк, и у Сбербанка всегда стабильная очередь, потому что у большинства людей Сбербанк. Вы же, как владелец Рокетбанка, идете к любому банкомату и снимаете денег без комиссии и вообще не паритесь. Это вам экономит не только время, но и нервы стояния в этой дурацкой очереди. Пятое – это поддержка Рокетбанка. Та самая известная поддержка Рокетбанка, если вы хоть чуть-чуть когда-нибудь слышали про сам сервис. Ребята в поддержке работают круглосуточно и отвечают достаточно быстро. Если нужно задать какой-нибудь вопрос по работе банка, либо какой-нибудь вообще другой вопрос, просто задаете им поддержки, и ребята делают все возможное, чтобы вам помочь. Вот недавний пример. Мне нужно было добавить банковский счет в PayPal. Я ввожу BIC, номер счета, и выскакивает ошибка. Я подумал, неужели ошибка у Рокетбанка какая-то странная? Ввожу банковские реквизиты другого банка, такая же ошибка. Я пишу поддержку, пишу: ребят, что за фигня, что-то PayPal не работает. Я знаю, что это ошибка не вас, потому что я попробовал другой банк тоже. Может быть, вы уже с этим встречались, может быть, кто-то вам писал по этой проблеме. Мне сразу сказали, что вопрос необычный, но они постараются его решить. В итоге мне отвечают на следующий день, что действительно такая проблема существует. Проблема не только у Рокетбанка, но и у других банков Российской Федерации. И что вот, держите ссылочку, это старый сайт PayPal, где добавление банковского счета работает корректно. То есть меня не кинули, не могли сказать: это проблема PayPal, это не наша, разбирайтесь с ним, пишите им на почту. Нет, ребята взяли, и помогли мне. Хотя, я, если честно, не ожидал, что они мне реально помогут. Шестое – это валютные счета. В Рокетбанке в дополнение к рублевой карте вы можете также заказать долларовую и евровую карту. Их вам привезут также бесплатно. Если вы едете за границу или покупаете что-нибудь в онлайн-магазинах, которые не работают в России, то на самом деле эти валютные карты могут очень сильно пригодиться. Первый пример. Если вы едете за границу, то скорее всего вы переводите деньги на валютную карту заранее. И как вам это может очень сильно помочь? Кто не знал, если вы расплачиваетесь рублевой картой за границей, либо вообще как-то оплачиваете это в валюте, то реальное списание денег происходит не сразу, а через несколько дней уже с корректировкой курса. И какая ситуация может получиться? Если курс рубля упал за эти несколько дней, которые ожидаются для полного списания денег, то с вас могут списать намного больше, нежели чем вы ожидаете. Можно, например, вспомнить падение курса рубля в 2014 году, когда там просто на десятки рублей он падал, и вы там покупаете какой-нибудь iPhone за границей, и с вас потом списывают на 10 тысяч рублей больше. Вы такие, как-то неприятно, да? Но в то же время вы можете сказать, что курс может вырасти, и вы, может быть, даже как-то сэкономите на этой покупке. Но вот для примера курс рубля за последние 20 лет. И как думаете, что более вероятно, что курс упадет, либо возрастет? Мне кажется, здесь ответ более-менее очевиден. И поэтому, если вы расплачиваетесь валютной картой за границей, с вас будут снимать именно в евро, либо в долларах. И перерасчета курса не будет, и с вас пишут именно столько, сколько вы ожидаете. Второй пример – это покупка чего-либо в зарубежных интернет-магазинах. Зачастую зарубежные интернет-магазины могут не принимать рублевые карты, это стандартная практика. И в этой ситуации валютные карты могут очень сильно пригодиться. Я, например, так покупал свой Google Pixel в американском Google Store. Рублевую карту у меня не хотели принимать, и тогда я воспользовался долларовой. И плюс избежал перерасчета курса. Тут два в одном получилось. И телефон купил, который хотел за нормальную цену, не как в России. И деньги с меня списали именно столько, сколько я ожидал. Ставочка по поводу кэшбэка. В Рокетбанке вы получаете кэшбэк не в реальных рублях, а в Рокет рублях. 1 рубль равняется 1 Рокет рублю. Но в чем суть? Чтобы списать эти самые Рокет рубли, вам их нужно накопить более 3000
3000. Далее вы покупаете что-нибудь, что дороже 3000, но не больше, чем у вас есть Rocket рублей. Если выполняются два условия, что покупка дороже 3000 и она меньше либо равняется количеству ваших Rocket рублей, то вы можете возвратить за нее деньги. То есть обменять Rocket рубли на рубли, и тем самым у вас покупка получается как бы бесплатной. Знаю, звучит достаточно сложно на словах, поэтому постарался вот как-то изобразить вот так вот формулы на экране. Понимаю, что некоторым может не понравиться такая система кэшбэка, все-таки когда сразу возвращаются реальные деньги, такая система намного проще. Однако, не то чтобы я сейчас хочу как-то защитить такую систему кэшбэка, но в ней можно найти также свои плюсы. Лично я к такой системе отношусь как к копилке. Вы используете карту, у вас копятся Rocket рубли, они копятся. Иногда происходят в Рокетбанке какие-нибудь акции, где можно получить дополнительные Rocket рубли. И вот заветный день вы накопили больше 3000 Rocket рублей. Можно накопить там, хоть сколько. Обычно такая сумма от 3 до 4000 Rocket рублей, потому что копятся они достаточно так долго. Может там полгода на это уйдет, я не знаю. У кого как, какие траты. И потом вы можете что-нибудь купить как раз таки на эту сумму. И получается, что эта покупка у вас выйдет как бы бесплатной, и такая вот большая покупка, как по мне, она намного более приятная, чем вот эти вот каждодневные мелкие покупки, где вам там возвращается 50 копеек, рубль, там 2. Вы покупаете что-то большое, это намного приятнее. Кстати, возвращать покупки можно только те, которые произошли за последний месяц. Это так не работает, что вы купили что-то 2 года назад за 3500, и сегодня вы решили вернуть эту покупку, потому что у вас накопилось 3500 рублей. Нет, возвращают только покупки за последний месяц. Закончили с кэшбэком, перейдем к приложению. У Рокетбанка всегда было очень крутое приложение в то времена, когда у Сбера еще даже было как-то не очень. Сейчас, конечно, многие банки потянулись, у всех очень качественные приложения, но у Рокетбанка стабильно всегда оно было на очень высоком уровне. Сейчас я приведу краткую экскурсию, что можно делать в приложении. Потом мы пройдемся по минусам, которые есть в данный момент времени, а потом я уже расскажу, какие ждут изменения Рокетбанка с 1 декабря 2018 года. Кстати, приложение для Android и iOS у Рокетбанка выглядит немножко по-разному, и я буду показывать версию на Android. Первое – это удобная хронологическая лента, где показываются не только все ваши расходы в таймлайне, то есть от сегодня до года назад просто листаете и смотрите, а также все пополнения и объявления банка. Второе, в каждой операции можно посмотреть точное время, когда была совершена операция, обратиться с этой операцией в поддержку, получить квитанцию, можно даже оставить комментарий для себя, либо тег на будущее. Также можно посмотреть статистику, сколько вы тратите в конкретном месте, например, в продуктовом магазине. Допустим, в этом месяце вы потратили 5000, а в прошлом 3 месяца, а вот полгода назад там вообще 3000. Третье, можно пополнить счет Рокетбанка с переводом карты на карту, например, Сбер, Рокетбанк, любой другой банк, Рокетбанк, либо посмотреть на карте, где можно пополнить карту за наличку, либо ваш счет можно пополнить банковским переводом. Четвертое, это чат с поддержкой, про который я уже рассказывал. Пятое, секция для перевода денег на карты других банков, либо по реквизитам. Шестое, есть специальный раздел, где можно запросить, либо отправить деньги своим друзьям. Здесь также можно оставлять комментарии или теги для получателя, и даже есть встроенный калькулятор, чтобы не считать в уме, кто кому сколько должен за поход в кафе. Седьмое – это оплата услуг, например, мобильный телефон, ЖКХ, все, что связано с услугами, с возможностью сохранения в избранное, чтобы не искать что-то каждый раз заново. Теперь мы переходим в раздел с картой. И первое, что там можно сделать, это быстро добавить вашу карту в Google или Apple Pay. Второе, можно сменить тариф. Третье. Можно поменять тип уведомлений. Можно выбрать как push-уведомления, так и SMS-уведомления. Четвертое. Сменить пин-код от вашей карты. Пятое. Получить всевозможные справки о состоянии счета, либо выписки по последним операциям. Все эти справки вы, кстати, получаете в электронном виде, их остается только распечатать. Шестое. Можно быстро узнать реквизиты вашего счета, скопировать что-то отдельно, либо полностью, либо отправить кому-то. И седьмое. Это очень удобная штука. Ограничения для карты. Можно запретить снимать деньги, отправлять деньги, расплачиваться в офлайн-магазинах, либо покупать что-то в интернете. Это очень удобно, если вы, допустим, переживаете, что какой-нибудь интернет-магазин может снять с вас деньги, запрещайте оплату в интернете, и все, эти операции просто не пройдут. А если нужно что-то купить, то просто снимайте галочку, покупайте, и опять ставите запрет, и можете спать спокойно, с вас деньги точно никто не снимет, потому что эти операции просто не пройдут. А также в разделе с картой можно посмотреть оставшиеся лимиты по вашему счету. Далее, после раздела с картой вы можете открыть счета как в рублях, долларах или евро. Кроме обычных счетов можно открыть еще и вклады, также в 3 валютах рублях, долларах и евро. Посмотреть информацию по Rocket рублям, ваши начисления, может быть есть какие-то доступные операции, если у вас больше 3000 Rocket рублей для возврата денег.
Также можно узнать, за что можно получить дополнительный кэшбэк, то есть 3 заведения, которые вы выбрали в начале месяца, а также какие-то магазины-партнеры. Сейчас, кстати, активен игровой режим, где можно получить повышенный кэшбэк за покупки в Steam, Blizzard, там, Fortnite, все что угодно. То есть там на самом деле очень много всего. Я думаю, геймеры это очень оценят. Последнее, в основной категории можно посмотреть статистику по расходам. Статистику, кстати, можно вести не только одному, но и с партнером, например, с женой. Теперь мы переходим в настройки. Первое, что-то можно сделать, это сменить вашу аватарку, либо обложку для приложения, когда вы в него заходите, либо сверху, которая висит, когда вы пользуетесь этим приложением. Второе, можно сменить звуки уведомлений с системных на специальные, которые придумал Рокетбанк, если хотите какого-то разнообразия и удивить кассирш. Например, вот звуки орков. Новый топор? Зачем покупать, если можно отнять? Швабу! Сундук уже притащили. Нежити. Союзник пополнил вашу казну. Нужно больше золота. Нужно выбрать новый зиккурат. Гномов. Мы разработали новый рудник. Заваливайся к нам в таверну. Женщины и вино дорого обходятся короне, сир. Даже и звуки сериала Рики и Морти, который озвучивал Сындук. Может, хватит уже спускать деньги на эти тупые плюмбусы? Вклад открыт. Доволен? Ты ведь это хотел сделать? Если ты не хотел открывать вклад, то скажи, мы его закроем. Да, нам не сложно. Я засек очень странную аномалию. Поступление денег на твою карту. Также в настройках можно сменить номер мобильного телефона, который привязан к вашей карте Рокетбанка, добавить уведомления о налогах либо штрафах, а также узнать персональную страницу для пополнения. То есть кто-то заходит по этой ссылочке и может отправить вам деньги. Ну, просто так вдруг пригодится, есть такое. Теперь пройдемся по минусам, их немного. Единственная претензия к приложению лично от меня. Если это видео каким-нибудь образом смотрит представитель Рокетбанка, пожалуйста, сделайте нормальную аналитику. Что это за график горизонтальный? Ну, не информативный вообще. Теперь минусы по сервису. Пополнять деньги в Рокетбанке можно либо с карты на карту, либо наличкой. Но с карты на карту вы можете пополнять без комиссии только от 5000 рублей. Все, что ниже, нужно будет заплатить небольшую комиссию. Если вы пополняете наличкой через банкомат открытия, либо других партнеров, то там комиссии не будет, можно на любую сумму пополнять. Но, блин, это мобильный банк, хочется там как бы никуда не ходить, все быстро делать, так что вот такой вот минус. Второй, самый досадный минус, это комиссия за отправление денег на карты других банков. Если вам нужно отправить какую-то небольшую сумму, 100 либо 200 рублей, то у вас всегда будет комиссия 50 рублей. Если это большая сумма, там, допустим, уже там 10, 20, 50 тысяч, то уже, ну, не так, ну, 50 рублей, 50 рублей. Когда 100-200 рублей, ну, блин, ты, можно сказать, отдаешь половину, либо четверть от суммы, это уже очень неприятно. Третий минус, как бы не минус, а претензия, то, что очень мало сервисов, партнеров, где можно получать повышенные Rocket рубли. А раньше их, кстати, было намного больше. Я помню, 3 года назад прям там надо было пролистывать страницу 2-3 раза, сейчас же их прям там 1,5 страницы и все, общался. Будем надеяться, что таких вот партнерских отношений у Рокетбанка будет больше со временем. Как видите, из главных минусов не очень удобное пополнение карты с других банковских карт, потому что у вас снимается комиссия до 5000 рублей, а также комиссия даже за небольшие переводы на карты других банков. В общем, про минусы мы закончили, и на самом деле про них можно забыть, потому что 1 декабря вот уже сейчас скоро наступит, я записываю это видео в ноябре, и сейчас я расскажу, что добавится в Рокетбанк с 1 декабря 2018 года, и можно сказать, что Рокетбанк становится, пожалуй, лучшим банком в России, по крайней мере для обычного пользователя. Сейчас я буду говорить про бесплатный тариф. Теперь появятся бесплатные переводы на карты других банков. Бесплатный лимит составляет до 30 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, для обычного пользователя это прям за глаза. И это уже убивается один из самых главных минусов, которые есть вот сейчас. Изменения еще не вступили в силу. То есть то, что с тебя снимали комиссию даже за небольшие переводы. Во-вторых, теперь вместо 5 бесплатных снятий в любом банкомате мира можно снимать сколько угодно до 150 тысяч рублей в месяц. Это бесплатный порог. Дальше будете платить комиссию. Но опять же, для обычного пользователя, мне кажется, 150 тысяч рублей в месяц это вполне достаточно. Теперь не нужно париться, когда там снимаешь сотку, блин, думаешь, ой, блин, потратил один из 5 бесплатных снятий. Снимаешь сотку, да, блин, хоть 100 раз, неважно. В-третьих, это бесплатное пополнение с карт других банков до 300 тысяч рублей. То есть вы понимаете, все минусы, которые я перечислил ранее, они исчерпываются и остаются только положительные моменты. Единственное, стоит надеяться, что не будет каких-то подводных камней, которые мы сейчас не знаем, и будет работать все так, как заявлено в пресс-релизе.
И тем самым, как я уже сказал, для меня, по крайней мере, Рокетбанк 100% теперь лучший мобильный банк для обычного потребителя, для обычного пользователя. Получай кэшбэк с покупок, пополняясь в любых банковских карт без комиссий. Теперь можно переводить деньги без комиссии. Удобное мобильное приложение. Лично я не знаю, что может быть лучше. Сейчас будет очень интересно понаблюдать за реакцией Тинькофф банка. Почувствуют ли они опасность в том, что многие клиенты могут перебежать к Рокетбанку из-за каких-то мелочей Тинькофф банка. Там, например, ты не получаешь остаток по счету, если у тебя меньше 30 тысяч рублей. Ну, как бы уже небольшой косяк. Там, и во всех таких маленьких моментах, а Рокетбанк, можно сказать, эти моменты устранил. То есть раньше у Тинькова были одни плюсы, у Рокетбанка это были минусы. Теперь Рокетбанк эти минусы закрыл, и получается, что он получается круче. Но, как говорится, время покажет, что все расставит на свои места. Кто круче? Тинькофф банк, Рокетбанк, может там сейчас вообще Сбер выпустит какой-то супер офигенный там тариф для молодых и всех разорвет нафиг. Для тех, кому бесплатных лимитов показалось мало, для вас тоже хорошая новость. Если у вас средний баланс вашего счета больше 100 тысяч рублей в месяц, либо вы тратите больше 20 тысяч рублей в месяц по карте, вам будет доступен бесплатный тариф. Он хотя стоит немного, но опять же приятно, то есть то, что вы получаете его бесплатно. Там лимиты уже намного больше по сравнению с бесплатным тарифом. Например, переводы на карты других банков на платном тарифе будут 100 тысяч рублей против 30 на бесплатном. Переводы по реквизитам, например, вообще без комиссий. В бесплатном, например, там ограничение 1 миллион рублей бесплатных переводов, а потом вы уже платите комиссию. На платном тарифе лимит на снятие денег с банкоматов без комиссии составляет 300 тысяч рублей против 150 на бесплатном. И последнее это 600 тысяч рублей на бесплатное пополнение вашей карты против 300 тысяч на бесплатном тарифе. В общем, как-то так про Рокетбанк. Это был для меня очень большой ролик. Я его сейчас записываю уже целый час и 7 минут. Не знаю, сколько получится у вас. Лично мне очень импонирует, как развивается банковская система России. Если вы не в курсе, то в России одна из лучших банковских систем мира, по крайней мере по продуктам, которые потребляет обычное население. То есть у нас плохие дороги, но банковская система у нас развивается просто отлично. Как я уже говорил ранее, я никого специально не призываю открывать счета в Рокетбанке, это должен быть личный и осознанный выбор. Но если вас реально заинтересовал Рокетбанк, и вы собираетесь открыть там счет после просмотра моего видео, либо уже давно собирались, но как-то случайно на него наткнулись, то можете воспользоваться моей ссылкой в описании. После открытия карты вы получите 500 рублей просто так же, как и я. Ну, я не скрываю. То есть вы что, думали, я просто так это видео записываю? Это была шутка, я это видео записываю исключительно в информационных целях, потому что отличным продуктом и сервисом, как по мне, грех не делиться с другими людьми. В общем, спасибо, если досмотрели до конца. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео. Оно будет лучше ранжироваться в YouTube и продвигаться. Если вы не знали, ставите лайки, дизлайки. Тем самым YouTube видит, что есть реакция на это видео и распространяет его по YouTube более активно. Так что, если вам реально понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, и мои труды будут не напрасны. Но я на этом заканчиваю. Пойду монтировать это видео. По секрету, я это видео записываю со второго раза. Часовое, такое же большое, потому что я записывал его еще вчера, но оно у меня случайно разделилось на две части, потому что я случайно вырубил камеру на телефоне, с которого записываю, а вторую запись забыл поставить, и, короче, я такой уже закончил записывать ролик, а смотрю, что записи видео нет, я такой, капец, записывать все заново целый час, но я это сделал, как бы, мне хочется поделиться, я это решил сделать, то есть, надеюсь, что все не зря. На этом уже точно все. Всем удачи, всем пока.